Наверняка многие из вас неоднократно ловили себя на мысли, что вечером перед сном вы заходите на на дром, на автору, и начинаете просто листать, скроллить автомобили, которые попали в продажу за это время. В один из вечеров я точно так же, как и многие, пролистывал вот эту ленту, смотрел разные тачки, добавлял их в сохраненки, и одна машинка мне очень сильно приглянулась. Это была Honda Integra 95-го года, та самая легенда Моника из первого «Форсажа». Из первого андеграунда. И вот уже на следующий день я беру за шкирку своего друга, покупаю нам билеты в плацкарт, и мы мчимся куда-то в Пермь за 1800 километров от Москвы. Покупать эту тачку. Быстро, практически не глядя, ее берем. В этот же момент стартуем в Москву. И без остановок, без сна, отдыха и прочего. Просто на покушать останавливались. Домчались до Москвы. И в этот же вечер я приезжаю к Ване на своей новой красной гоночной Honda Integra. Короче, ситуация такая. Ко мне приехал Диман, который, в свою очередь, едет из Перми. Ну и, в общем, он купил новую машину. Он доехал до меня и сейчас хочет мне показать. Сейчас позвонил, говорит, выходи, хочу показать. Что это за машина, мне очень интересно. Если честно, я предполагаю, что это... О, боже, да. О май гад. О, боже мой. Боже мой. Боже мой, что это такое? Ядрить, колосить, у меня была такая же. Это моя первая машина. Это Integra. Диман! У нее загорелся аккумулятор, я ее заглушил, она постояла и взвелась. Классные усики, кстати. Спасибо. И вот я показываю ему эту тачку. Мы выезжаем с ним, и выезд не получается, потому что я от переутомления начинаю жестко отрубаться. Ваня прыгает за руль, мы довозим тачку до ближайшего какого-нибудь схрона, кидаем ее, и я уезжаю домой спать, и на следующий день я приезжаю к нему. Не спрашивайте, что мы тут делаем, и почему мы по ответственным, скалам пробираемся куда-то, и почему вдруг день настал. Просто Диману вчера стало хреново от его новенькой Хонды. Он как бы настолько был ей очарован, что ему поплохело, он блеванул. Ну и, в общем-то, нам пришлось ее кинуть тут вот где-то. А пока вот пробираемся к ней. А мы точно из Перми уехали? Мы ее заводим, он удивляется тому, насколько она громкая. Ну да, в принципе, в ночи она смотрелась даже получше. Сейчас, что это, бетон, что это? Класс. Противоречивое чувство. Но он не удивляется, он говорит: Диман, что ты купил вообще? Что это за хуйня? Мы едем на мойку, я ее быстро всполаскиваю, и мы смотрим на то, что я в итоге купил. Итак, как вы помните, в прошлом выпуске я купил себе Honda Integra. Она работает, Диман, ты вытащил меня из полной, из кровати, блядь, я приехал, ты работаешь, блядь. Год назад я снимал материал, который сейчас будет показан. Я его снимал с целью того, что я сейчас немножко подготовлю визуально свой автомобиль, и у нас с Ваней будут зарубы на треке. У нас откроется определенная рубрика, где я буду на Honda Integra
наказывать АЕ-86 Ване, который он тоже построит под трек. Но в итоге планы пошли по одному месту, и этот материал долгое время лежал. Почему нет видео, кстати, на канале? Потому что Ваня занят на работе. Он делает денежку, чтобы построить вот эти вот все машинки. Машинок много, Ваня один. Я вот одну машину купил себе, и то тоже много времени на нее и сил, и денег вбухивал. Хотя, казалось бы, это не слива какая-нибудь, не RX-7. И мне в ней ужасно не нравится ее черный капот. Не нравится ее черные зеркала, черные пороги и разбитый задний бампер. Ну и кто же будет помогать Диману, блин, кого он призвал, начертав тентакль, блин, он не конечно меня. Сейчас буду помогать, что сделать, что Диман делает? И как вы знаете, к любым доработкам нас склоняют различные происшествия, которые происходят с нами на треке, на дороге, у бабушки в деревне. И у меня такая же ситуация произошла. Я попал в ДТП. シートベルトとの相乗効果でその有効 Я порвал свой бампер. Как видите, здесь уже стоит абсолютно новый бампер, который, благо, удалось найти на машину 95-го года буквально за 2 дня. То есть это все произошло дня 4 назад. Вот видите, уже стоит новый бампер. Сейчас я буду его красить. И буду красить не только бампер, а еще все элементы, которые я перечислил до этого. Я этого никогда еще не делал. Не знаю, что из этого получится. Скорее всего, абсолютно ничего. Когда я начал снимать краску с капота, я был в шоке, потому что на нем было порядка 8-9 слоев черной краски. Я не знаю, зачем этот акрил черный туда вот такими слоями закидывали, но у меня потребовался 1 день, чтобы это все счистить. Сначала кругами, потом кислотой, потом опять кругами. Уйму времени на это убил, но зато счистил капот до металла. Для меня это было очень важно именно психологически, чтобы детали металлические, которые я делаю, счищать их до металла. Короче, чтобы краска не потрескалась, всякой фигни не было. Лучше снять до металла, если есть такая возможность. Под завод. Но какой завод у тачки 95-го года в 2023 году? Шутка про Милфунию. Потом пришел черед бамперов. Они оказались тоже не совсем простые, потому что переднего бампера там были определенные коцки, хоть он и был контрактный, клевый, по состоянию, по крепежу все оригинал, завод, но, понятное дело, детали не новые. Бампер был двухсоставной, поэтому там у него кучу граней, туда-сюда заломчики, переломчики. Мне потребовалось много времени на то, чтобы его зашпаклевать. А шпаклевкой по пластику все это грамотно вышкурить, потом залить, потом вышкурить опять праймером, потом залить и так далее, и так далее. Так далее. Вот, я зашел в покрашенную камеру, Вани со мной не было. Мне помогала моя девушка, ныне уже жена. Я ей дал в руки камеру, говорю, снимай меня, как я крашу в первый раз. Очень изнурительный был процесс подготовки, потому что это очень много времени, сил, и ты пока не видишь результата. Результат ты видишь только в 1 день, когда ты красишь. А вся вот эта подготовительная работа, это просто угнетающая такая масса. Просто потому что первый раз пытался что-то сделать, то сделал, там ошибку допустил, здесь переделал. Благо подходили люди знающие, показывали, здесь переделай, здесь доделай, здесь не доделал. Машина была покрашена в 2018 году, и с тех пор она ни разу не полировалась.
На ней были прям огромные царапины, такие прям кратеры. Я не думал, что они так хорошо отполируются, но благо это все получилось сделать, и тачка начала сверкать. Она превратилась в настоящую конфету. Я был очень доволен результатом. Вот и подошла к концу неделя проживания в малярке. За эту неделю я попробовал постичь дзен малярного мастерства, но это все оказалось не настолько просто, как я себе это воображал. Где-то к середине недели я подумал, зачем я за это все взялся, ведь можно было просто отдать за это деньги. Абсолютно простая мысль, но она приходит только тогда, когда ты уже взялся за это, уже пропилился, уже все начал делать, и у тебя просто заканчивается дыхалка. Но в этот момент важно собрать себя в руки и закончить начатое дело до конца, потому что все, что мы делаем, это какой-то опыт. Здесь я ощутил океан новых эмоций и ощущений, особенно когда что-то не получается. К концу подготовки у меня было ощущение, что сейчас я начну красить, и будет куча подтеков, куча пыли. Но благодаря Pitstop Color, ребятам, которые здесь работают, они мне помогли, рассказали, что как делать, где-то показали, что как делать. Огромное за это им спасибо. Результат действительно получился выше на 3 головы, чем я ожидал. Автомобиль абсолютно преобразился, получил свой первозданный облик заводской, без каких-то вмешательств. И пороги. Я хотел очень покрасить пороги, но когда я начал домкрасить машину, я понял, что все в саморезах еле-еле держатся. Я понял, что я обратно их не прикручу, и решил пока оставить так. А так, неделя и 2 дня, и вот автомобиль абсолютно выглядит по-другому. И после ДТП, считайте, он восстановлен. Советую всем пробовать, брать, делать, если у вас нет на это бюджета. Если у вас есть бюджет, просто не геморройтесь, отдайте кому-нибудь, кто в этом уже не первый год, кто знает, как это все делать, потому что ребята красят вот целиком машину, ну не целиком в плане полной окраски, а там 2 двери, там 2 бампера и так далее, за 2 дня. У меня на это ушло неделя и 2 дня. То есть разница ощутимая, и, соответственно, разница ощутимая. Огромное спасибо Pitstop Color за то, что выделили мне машины место, дали попользоваться оборудованием. Ребятам спасибо за то, что помогли со всем этим, потому что без них я бы запорол все абсолютно. Как первый опыт я понял для себя, что это клево, это интересно, но я за это больше не возьмусь, потому что это очень геморройно. Очень много нюансов, таких деталек, плюшек и так далее. Подписывайтесь, скоро будет много интересного как про эту машину, так и про остальные наши машины Aeho, BMW и RX-7.